Здравствуйте! Сегодня мы снова с вами будем говорить о горшках для бегоний. Мы поговорим о том, когда бегонию пора переваривать в следующий размер горшка и каким этот горшок должен быть, какого размера. Также мы обязательно с вами поговорим на эту животрепещущую тему, как максимальный размер горшков для каждого сорта. Итак, к сегодняшнему видео меня сподвиг комментарий под одним из моих видео. Кажется, видео называлось «Как вырастить красивые кусты бегоний». И этот комментарий я восприняла на свой счет как упрек, что я что-то, может быть, недорассказала или не так рассказала, не так объяснила, что-то утаила. Женщина написала, это просто был крик души, похоже на то. Она написала: «Я пересмотрела все ваши видео, но у меня не получается. У меня бегонии не наращивают вот такие пышные кусты». И еще она написала о такой проблеме, как у нее погибают, засыхают самые молоденькие листики, которые вот только родились, они еще несколько миллиметров всего лишь размером, и вот они засыхают. Мы с ней пообщались, я ее попросила выслать мне на почту фотографии, она прислала много подробных, понятных фотографий, и, в общем-то, она прислала именно то, что я ожидала увидеть. Так, про кончики, про эти, не кончики, а про эти маленькие листики, которые у нее погибают. У меня уже есть такое видео, где я рассказывала о своей проблеме. То есть у меня такая проблема была, у меня тоже засыхали какой-то период самые молоденькие листики на бегониях, те, которые только родились, манюсенькие. И в моем случае это было от того, что вот этот период май-июнь, когда начинается лето, и мне приходится бегонии поливать чаще, и я еще не успела перестроиться к новому режиму полива, то есть я пропускала поливы. У меня некоторые кусты бегоний засыхали, пересыхал субстрат, и у меня от этого погибали вот эти молоденькие листики. Но также погибать они могут и по другим причинам, то есть к этому приводит какая-то проблема с корневой. Проблемы с корневой бывают не только от засушивания субстрата, они точно так же бывают и от переувлажнения субстрата. И есть еще одна причина, по которой случаются проблемы с корневой. Это или некачественный субстрат, или испорченный субстрат. Но условимся, что мы с вами уже все знаем про то, какой субстрат нужно использовать для бегоний. Это бедный субстрат на основе верхового торфа, без добавления низинного торфа. Низинный торф слишком богатый, он категорически не подходит нашим растениям. Да? Мы все это уже знаем, у нас много видео о субстратах на канале есть. Так вот, мы, например, используем самый лучший, самый качественный субстрат, но мы берем при перевалке для бегоний горшок слишком большой, горшок на вырост. Что происходит? Если бегония за кратчайший срок, 1,5, максимум 2 месяца, я бы сказала 1,5. Вот мы с Павлом говорили на эту тему. Он говорит: Лена, говори 2 месяца. Но вот я бы хотела настаивать на том, что 1,5 месяца за этот срок, если бегония не успевает освоить новый добавленный субстрат своими корнями, густо оплести этот ком новый, то субстрат начинает портиться. Мы же поливаем его, мы поливаем свои растения, и субстрат постоянно влажный. Поэтому он разлагается. Верховой торф — это что? Это торф низкой степени разложения. И вот мы его поливаем, он продолжает разлагаться и становится богаче, более насыщен солями. Настолько, что в какой-то момент для наших растений, для бегоний, это становится критичным. И вот, может быть, вы замечали, я думаю, многие замечали, что вы перевалили растение в горшок на вырост, вы это даже понимаете, вроде бы все хорошо. И неделю хорошо, и 2, и даже листик там какой-то новый вырос. И думаете, да что там, разве что-то плохое есть от этого горшка на вырост? Все же отлично. Но проходит месяца 2, и вы видите, где-то там кончик почернел, покоричневело, засох. Где-то, может быть, листик молоденький, вот как мы в начале видео говорили, засох. Где-то нижний лист поблек или, может, даже потерял тургор и отвалился. То есть эти проблемы, которые у нас исходят из-за использования слишком больших горшков на вырост, они настолько медленно проявляются, что мы, может быть, даже какое-то время не связываем это с тем, что мы посадили бегонию в слишком большой горшок. И я хочу
сейчас уточнить, чтобы вы меня услышали, что такое слишком большой горшок. Это такой горшок, к которому данная бегония, вот которую мы взяли пересаживать, не готова. Потому что для одного растения этот горшок будет слишком маленький, а для какого-то другого будет слишком большой. Да, я принесла сюда несколько деток, на примере которых я вам покажу, какие детки уже можно, пора перевалить в большенький горшочек, какие еще нежелательно, а какие прям вот нельзя. И горшочек покажу, какой же я возьму для детки, которую пора перевалить. Итак, здесь у меня такие герои нашего видео. Это Violet Blonde. Это моя любимая розовая пантера. И вот такая шикарная, это ее мама, это ее дочка Василиса. Представляете, какая красавица, да? Она у меня когда родилась, я сразу поняла, что это Василиса. Как ее еще можно назвать? Она же такая румяно-щекая. Вот, и есть вот у меня еще также для примера DS Love Is. Вот. Вот как вы думаете, вы бы такие детки, как я вам сейчас показала, 4 штуки, вы бы их уже переваливали? Так, ну начнем с какой-нибудь. Вот, например, Василиса. Сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание на соотношение листвы, кроны растения к размеру горшка, ну, то есть стаканчика в данном случае. Видите? И вот она такая вроде большая, вам кажется, наверное, да, пышная, столько листьев у нее много. Но она такая большая и пышная не потому, что я ее посадила маленькой деточкой прямо в большой горшок, потому что многие новички так и думают. А она сначала выросла уже такая пышная, и только потом я перевалила ее из 100-граммового стаканчика в такой. Так, посмотрим давайте на ее корни. У меня был полив только что, поэтому корни выглядят несколько желтее. Они, когда подсыхают, они белее становятся. Ну и субстрат, конечно, после полива темнее делается, а потом подсыхает и светлеет. Вот такая корневая система. И вот детки с настолько развитой корневой системой можно переваливать. Я потом покажу бегонию, которую нельзя, а потом их покажу вместе, чтобы вы сравнили, которую можно, которую нельзя. Так, Василису мы отставляем. Давайте посмотрим на DS Violet Blonde. Тоже пышная такая, да, сильная. Это, кстати, детки такого размера я продаю. Вот такие растения получают мои покупатели. И давайте посмотрим на корневую систему фиалковой блондинки. Вот, посмотрите, какие у нее корни. И да, она тоже готова к перевалке. И я покажу, какой горшочек взять для перевалки. Угу. Вот, а теперь мы возьмем бегонию, которую я бы не стала переваливать. Несмотря на то, что у нее так много листиков, она кажется такой пышненькой и такой большой даже относительно размера стаканчика. Да? Видите, крона насколько шире, чем диаметр стаканчика. Вот это растение я бы еще бы оставила пару недель порасти. И теперь давайте сравним, как развита ее корневая система и той, которую можно. Вот эту можно переваливать, а вот эту еще пусть пару недель поживет в этом стаканчике. Видно их одновременно две для сравнения? Ну, пару недель. Пару недель ее надо еще оставить в этом стаканчике. Переваливать ее пока нежелательно. Но здесь есть такое отступление. Кто-то может ее перевалить, и все будет отлично, а у кого-то после перевалки она может начать немного чахнуть, потому что у всех людей разные условия выращивания. И то есть с разной скоростью у разных людей растут бегонии. У кого-то очень быстро растут бегонии, и тогда такую бегонию человек легко перевалит, и все будет хорошо. А у кого-то медленно растут, и вот у него могут начаться проблемы. Опять же, кто-то на 1 сантиметр увеличит горшок, кто-то на 2, кто-то на 3. И это я тоже обязательно скажу, да. Так,
эту пока мы не трогаем, эту переваливать можно. И теперь я вам покажу DS Lavis, которую просто не то, что нежелательно, как вот розовую пантеру я сказала, а прям вот не надо, не надо. Вот. Я спрячусь за камеру, чтобы она на глаза не фокусировалась. Вот это пускай растет. Еще в стаканчике. Не знаю сколько. У DS Lavis довольно медленно нарастает корневая система, поэтому пока не будет густо оплетен ком субстрата, мы ее не переваливаем. Опять же, знаешь, тут что надо уточнить? Вот нельзя переваливать. А если у кого-то это растение растет в этом субстрате уже полгода, и такая плохая корневая система, вот еще какой вариант может быть. То есть человек посадил, неизвестно что, корневая не развивается. Он снимает стаканчик, а корневой нет, он думает, о, еще рано. Значит, надо уменьшить горшок и пересмотреть видео о субстратах. Нужно тогда уточнить срок, что даже если корневая не развита, но прошло хотя бы полгода и корневой Это критически нет, полгода, это да. нужно обязательно пересаживать. Уже не смотреть на то, какая развита корневая система. Субстрат нужно отряхивать, потому что за полгода, если корни не выросли, значит субстрат неподходящий. Если растение живет полгода и корневая не развита, то, скорее всего, не будет здесь такой листвы, потому что состояние корней обязательно отражается на состоянии листвы. То есть листья уже погибнут, если они были. Ну, за полгода, если оно не растет. Не расти, так и не гибнуть, и так, знаешь, существовать. Ну, в общем, я вот эту розовую пантеру, вот так у нее выглядит сейчас корневая, я ее пересадила из 100-граммового стаканчика в этот месяц назад. Бегонии вообще растут довольно быстро. На скорость роста бегоний очень сильно влияет освещение. Многие недооценивают важность освещения, но попробуйте добавить на свою полку хотя бы одну лампу, и вы увидите, насколько разительная будет разница в скорости роста бегоний. Так вот, в какой же горшочек я бы перевалила вот эту прекрасную Василису? Вот как вы думаете? В общем, горшочек должен быть лишь немножечко шире предыдущего, буквально ровно столько, чтобы мы могли туда с трудом досыпать свежего субстрата. Вот такой горшочек. Знаешь, что нужно сказать? Что бывает, что корни не растут из-за того, что человек то засушивает, то зальет, то засушит, то зальет. Тоже корни расти не будут. Да. Так, вот такой, смотрите, какой горшочек я взяла бы для такой бегонии. Насколько он больше предыдущего стаканчика. Я вот так наклоню, чтобы вы могли посмотреть, какой же там зазор между стаканчиком и стенкой горшочка. Видите? Максимум 1-1,5 сантиметра. Мне кажется, где-то 1 и 2 миллиметра. Вот так, мне кажется. И по периметру я бы просто досыпала субстрат. Что такое перевалка? Это когда мы вынимаем из старого горшочка растения, не нарушая ком корней, вставляем в новый горшочек этот ком и просто по периметру досыпаем свежий субстрат. Все, растение у нас перевалено. И теперь, я не буду сейчас ее переваливать, потому что это на продажу, это я продам. Ну, представьте, что я ее уже сюда перевалила. Вот. И на что я хочу сейчас обратить внимание. После перевалки наши полки или подоконники с растениями не должны выглядеть как полки или подоконники с горшками, в которых торчат там по 3 несчастных листика. После перевалки наши полки с растениями и подоконники должны выглядеть вот так сразу красиво. И теперь посмотрите на соотношение горшка к соотношению кроны. Видите, это красиво сразу. То есть, если бы я взяла вот эту бегонию и посадила бы ее, например, вот в такой горшок, она бы у меня сдохла. Не завтра, не послезавтра. Не сдохла, не сдохла. В общем, она была бы как у всех. Да. Вот так. Да. Так делать не надо. Надо постепенно увеличивать горшочек лишь на немножечко, для того, чтобы вот эта свежая порция субстрата максимально быстро была оплетена
новыми корнями. Потому что чем дольше субстрат остается неосвоенный корнями, тем, в общем, он портится, он становится перенасыщен солями, которые потом начнут отравлять наши растения. Вот. Конечно же, очень важно, как Павел сказал, напомнил мне о том, что нужно поливать вовремя, нужно поливать тем количеством воды, которое просто нужно этому растению. Это приходит с опытом, но у нас есть несколько видео, у нас есть несколько статей. С разных сторон мы подходили к теме полива, чтобы максимально раскрыть эту тему, чтобы научить людей поливать. Я думаю, что вы, может быть, эти видео уже видели. Если нет, то можете найти в поиске и их посмотреть. Итак, как же нам дорастить бегонии до такого размера, как я показывала? Если вы размножаете бегонии фрагментом листа, то и у вас что-то не получается, то, возможно, вы отделяете от фрагмента листа детки слишком маленькими. Это частая ошибка новичков. И если такие у вас бывают неудачи в этом, то позвольте им дорасти как можно до большего размера. Вот такую детку лучше еще пока оставить у мамки. Видите, вот это фрагмент, он даже немножечко уже портится, вот пожелтел кончик у него, да? А вот эта деточка, и пусть она еще тут продолжает быть у мамки. Пусть она... еще такие продают, люди такие покупают, а еще меньше покупают. Ну, что я тут могу? Вот, в общем, если вы сами размножаете для себя, то лучше пусть она еще подрастет. Я бы не стала бы отделять. Вот тут другая ситуация. Здесь фрагмент у нас уже погиб, вот, он сгнил, да, и имеется две детки, большая и маленькая. Вот детки такого размера уже можно отделять. Там уже и корешки есть, и листики, видите, довольно сильные, вот. А маленькая детка, она слишком слабенькая, поэтому их можно либо вот так и оставить, пока порасти в этом стаканчике, убрать просто все гнилушки аккуратненько. Вот. Либо же, если очень хочется вам, тут, допустим, не 2, а больше, там 4-5, то можно их разделить по 2 в каждый стаканчик. Вот, например, как я сделала здесь. Было 2 маленьких детки, и я посадила их вместе. Почему вместе? Потому что, поскольку их 2, корней у них в 2 раза больше, чем одной, значит, в 2 раза быстрее они освоят этот стаканчик, который сейчас для них слишком большой. Просто нет у меня меньших стаканчиков, это 100-граммовые, самые маленькие. Вот в них я рассаживаю детки, которые отделяют фрагментов. Да, кстати, вот и про природу люди спрашивают, а как вот в природе растет, там же ничего не ограничено, а в природе не одно растение растет, а много растений, и какой-то корень какого-то там дерева может за несколько метров там, или грибы там, или еще что-то, все это гармонично. Там, где в природе есть избыток питания, всегда как чей-то корешок туда доползет и будет там питаться. Поэтому в природе одно, в горшках это совершенно другое. Да, и вот я пока посадила сюда 2 детки, когда они окрепнут, станут большими, тогда я их разделю и рассажу по отдельным стаканчикам. Но пока вместе пусть они будут, потому что, еще раз обращаю ваше внимание, это очень-очень важно. Чем быстрее субстрат будет освоен корнями, тем здоровее будут наши растения. Тем здоровее будет их корневая система, и следовательнее, тем здоровее и красивее у них будет листва. Так, что у меня дальше по моей шпаргалке? Переходим к этой красавице. Это, кто узнал, как ее зовут, это бегония DS Dress Code. И вот сейчас мы уже будем с вами плавно приближаться к теме максимального размера горшка для каждого сорта. Почему люди так любят, почему люди так интересуются этим вопросом, почему они решили, что существует какой-то максимальный размер горшка. Ведь бегонии у нас растут как? Сажаем мы одно растение, одну деточку, да, в стаканчик, потом по мере ее роста мы ее переваливаем, а она по мере роста что делает?
делится, делится, и уже там не одна деточка, мы хоть и одну сажали, но получаем мы уже несколько делинок, этот кустик становится шире, мы его дальше переваливаем, когда он к этому готов, дальше и дальше. И бегония у нас растет вширь, и происходит это бесконечно. Она становится шире, в ней получается все больше и больше делинок. И это для нее естественно, мы на это повлиять не можем, разве что помешать своей неправильной агротехникой. А если у нас с агротехникой все хорошо, то наша бегония будет расти бесконечно. Периода покоя у нее нет, поэтому она растет в любое время года. Поэтому мы можем постепенно переваливать бегонию столько, сколько нашей душе заблагорассудится. И максимально большой размер горшка для каждого сорта тот, который вы захотите. Ну вот, например, некуда у вас уже ставить эту Годзиллу, не помещается она ни на полку, ни на подоконник, огромная выросла. Тогда вы растение делите на несколько меньшеньких бегоний. Все. Отличаются бегонии, что важно знать при перевалках, лишь тем, насколько плотно у них рождаются новые делинки. Вот, например, дресс-код довольно просторно рожает свои новые делинки. Они находятся на приличном расстоянии, на разном расстоянии друг от друга, не теснят друг друга, не мешают друг другу, поэтому мы можем ее переваливать. Вот мне даже трудно представить, до каких необъятных размеров, пока мы можем этот горшок поднимать и обслуживать. Но есть такие бегонии, которые кустятся очень сильно, и их делинки рождаются друг от друга на очень близком расстоянии. Вот, например, бегония DS гламурная. Еще как пример таких бегоний я могу привести DS мармеладка, DS птица говорун. У них кустистость такая знатная, и в какой-то момент этим делинкам, так близко расположенным друг к другу, становится очень тесно. И, может быть, вы замечали у себя, что в какой-то момент у бегонии начинают мельчать листики. Это, возможно, как раз те делинки, которые где-то в серединке родились, и им нету свободы ни с какой стороны. Они просто действительно голодают, и поэтому у них растут мелкие листики. Конечно, эту бегонию мы не можем до бесконечности переваливать, потому что в центре там очень густо расположены делинки. И поэтому эту бегонию гораздо раньше нам придется делить. И здесь совершенно не надо знать каких-то точных сроков, когда пора делить, точного размера максимального горшка. Нам нужны лишь наши глаза. Смотрим, густо там внутри, делим. Или смотрим, еще ничего, не делим, переваливаем, делаем, что хотим. То есть нет тут никаких правил. Все делаем, руководствуясь, просто вот посмотрели на бегонию. Начали мельчать листья, значит, пора точно делать. Так вот, если вот... как бы это уже, лучше не доводить. В общем, да. Это как точный показатель. Так. Хотела я в этом видео перевалить с вами вот эту огромную бегонию. Потому что я хотела показать вам, какой же горшок я выберу для такой большой бегонии. Кстати, я еще хотела вам рассказать такой случай. Когда я выставила фотографию, вот у меня есть фотография, так на фоне меня вот эта бегония. Я ее выставила во всех своих соцсетях, и ВКонтакте одна женщина написала: понятно, почему моя бегония дресс-код погибла. Ее надо было посадить в такой большой горшок, как у вас. Она, видимо, у меня от голода погибла. Ей нечего было кушать в маленьком стаканчике. Я, конечно же, поинтересовалась у этой женщины, большой был ли кустик этой дресс-код. Она: нет, очень-очень маленький, но в стаканчике, наверное, она и расти не могла. Надо ей большой горшок было, как у вас. Я, конечно, ей пыталась рассказать, что так это не работает, надо бегонии переваливать постепенно, и чтобы из стаканчика дорасти до такого размера, здесь много перевалок. Я поинтересовалась также у нее, в каком субстрате она росла, погибла же у нее эта бегония. Она сказала: субстрат, слово-то какое замысловатое. Да, вот новички почему-то думают, что надо посадить растение в большой горшок, и тогда это будет залогом успеха. Но нет, прежде чем
Я ее посадила в этот горшок, она у меня уже выросла вот такая большая. Она посадила. Да, она сказала, субстрат, слово-то какое замысловатое, в огороде земельки нагребла. Вот это был ее ответ такой мне. В общем, она мне с недоверием отнеслась к моим рассказам о важности субстрата и о размерах горшка. Она сказала... Сделала вывод, что у нее плохо росла, потому что было в маленьком горшке. Да, она решила, что, скорее всего, она написала, у меня она погибла из-за маленького горшочка. Вот так. Ну, что я тут могу сказать? Тут уже не переубедишь. Ну вот, хочу вам показать, какой размер горшка сейчас у этой бегонии. Вот я вам показываю ее снизу. Оцените диаметр горшка к диаметру всей кроны. Паша, это прям возьми крупным планом, чтобы было видно, насколько горшок меньше, чем это пышное. В данном случае, наверное, это 16 размер. Да. Как ты угадал? 16. И как вы думаете, какой горшок я взяла бы для такой бегонии? На дне написано диаметр 21 сантиметр. Так трудно, наверное, понять, насколько он больше предыдущего, поэтому я опять подниму. Паша, вот как мне так говори, нормально? И вот так, видите? Вот такая у нас разница. Не слишком большая, правда? Ну, посмотрите, если я ее перевалю, я сейчас при вас буду это делать, 16, то все равно. 5, получается, по 2,5. Ну, чем больше растения мы переваливаем, тем больше разница в горшках будет. Это логично. И вот когда я перевалю в этот горшок сейчас, то все равно сразу после перевалки это будет красиво. Это не будет выглядеть как какая-то выварка корыта, да, ванна с каким-то маленьким кустиком. Вот тут у меня есть субстрат. Росла у меня эта бегония на фитиле, и это героиня моих видео о фитильном поливе, который мы снимали зимой. Я там ее переваливала из меньшенького горшка в этот, то есть вы можете посмотреть, какой был перед этим размер горшка. Да? Сейчас я уже, вот фитилек, не хочу я ее на фитиле, в общем, мне неудобно это, я постоянно переживаю, чтобы у меня там не пересохла вода. Хочу я поливать обычным методом сверху, мне так очень удобно, я поливать люблю. Так, на дно я насыпать субстрата не буду, потому что я хочу эту бегонию чуть-чуть заглубить. Бегония растет не только вширь, но и немножечко вверх, поэтому нам при перевалке бегонию надо бы заглубить. Те места стеблей, которые мы сейчас присыпем субстратом, очень быстро дадут новые корешки. Не знаю, как это на камеру сделать, чтобы видно было. Пытаюсь примоститься. Не будет, да? Ну ладно, не буду тогда и пытаться. Все равно ничего. Люди увидели, что примерно соотношение. А как ты землю насыпаешь? Ну, вы 100 раз видели, как я это делаю, да? Какая разница? В общем, целью вот этого действия у меня является показать вам, что горшочек следующий не намного больше предыдущего. Ну, понятно, чем больше, чем взрослее, чем больше уже бегония, которую мы перевалим, тем больше будет разница между горшочками. Вот в фиалках есть правило, да? Горшок в 3 раза меньше диаметра колонны. Вот среди бегоний, наверное, примерно... Ну, примерно так же, конечно. Примерно так же, да. Но никак не... горшок не равен диаметру колонны. Никак. Да, и вот обычно, когда люди пишут мне о каких-то проблемах, вот не получается, и листики гниют и отваливаются, и быстро стареет, и ствол голый. И когда начинаешь разбираться, оказывается, или субстрат они слишком богато использовали, или они сразу бухнули все это на фитиль. Прежде чем переводить на фитиль, все-таки, если вы решите это делать, у бегонии уже должна быть развита хорошо корневая система, как я вам показывала сегодня на детках. Если она так не развита, то, в общем, стрёмная эта затея, я бы не переводила на фитиль со слабой корневой системой. Так вот, или
субстрат плохой, или переувлажнение, или большой горшок. Вот три таких основных проблемы, самых частых. И вообще вот с субстратами, которые в супермаркетах, там вот это вообще не надо. Миф настолько стойкий о том, что земля должна быть черная. Если земля не черная, значит это плохая земля, не питательная, негодная. И производители тоже стараются делать землю черную. Добавляют туда низинный торф, чтобы угодить. Нам никак нельзя низинный торф. Но я думаю, что наши зрители уже знают все про субстраты и покупают профессиональные на основе верхового торфа. Если низинного торфа и можно, то его не больше 50%, и то не для всех растений, не для всех сортов даже. Красавица. Вот. Так, что я могла упустить? Давайте так, вы мне сейчас под видео напишите, какие у вас могли возникнуть вопросы по ходу видео. Может быть, не совсем по этой теме, но по какой-то смежной теме. Если вопросов будет много, вы не стесняйтесь, пишите все, что вас интересует. То мы снимем видео вопрос-ответы и будем отвечать на ваши вопросы. Я очень хочу, чтобы у всех людей, которые пересмотрели наши видео, уже получались красивые, пышные кусты. Давайте работать над этим вместе. Если вы новичок на нашем канале, не забудьте подписаться, потому что у нас много полезной информации о выращивании, а также просто много красивого мы показываем обзоры сортов, так что обязательно подписывайтесь. Если кому не жалко, ставьте лайк. Мне-то все равно, сколько у меня лайков, но YouTube не все равно. Чем больше лайков у видео, тем для YouTube это видео кажется более значимым, и YouTube предлагает это видео другим людям, то есть больше людей будет знать, как выращивать бегонии. Эта теория звучит логично, и мне кажется, что так может быть. Так что, если вам не жалко, пожалуйста, ставьте лайк, и я жду ваших вопросов. Желаю вам красивых цветов, и до новых встреч! Забыла зачитать вам вопросы и ответить на эти вопросы. Автор того же комментария, который меня побудил снять это видео, ранее писала нам, вот зачитываю, замечательный комментарий. Я не очень спец в бегониях пока, но у меня вопросы такие по горшкам. Первое, в малюсеньких, буквально 100-граммовых горшках наблюдаю просто огроменные листья. А какие-то бегонии посадила в горшочке чуть больше, немного на вырост. Листья не такие активные, хотя по сорту положены листья большие. Может быть, связано с размером горшка? Я думаю, что уже все, кто просмотрел это видео, понимают, что это очень связано с размером горшка. Чем быстрее бегония корнями освоит весь субстрат, пока он не успеет накопить в себе солей, начать разлагаться и стать ядовитым для наших растений, тем здоровее корневая будет у бегонии, и тем крупнее, огроменнее, как она написала, и красивее листья будут у бегонии. На вырост сажать не надо. Так, второе. Бывает, что ошиблась с размером, но по разным причинам не было под рукой подходящего, разбился, да и просто показалось, что так будет лучше. В каком случае большая вероятность навредить растению, если горшок больше или меньше положенного? Одно дело, если просто листики не будут появляться, это плохо. И совсем ведь другое, если растение сгниет. Если листики не будут появляться, то растение сгниет вообще-то. Но, конечно же, меньше вероятности навредить растению, если горшок будет меньше. И если вы новичок и не знаете, с какой скоростью в ваших условиях растут бегонии, не было у вас, например, бегонии еще никогда, вот только вы завели себе бегонии и не знаете, как они будут расти. Поэтому вы лучше берите меньшенькие, еще меньшенькие горшочки, перестрахуйтесь. Это уже там опытные коллекционеры бегоний, которые условия создали своим бегониям такие, как надо, у которых бегонии растут быстро, они могут немножечко отступать от этих правил по размерам горшков, по степени оплетения корневой системы перед перевалкой. Там могут быть отступления. Но если вы новичок, делайте сначала правильно. Так, и еще комментарий, на который я хотела ответить в таком видео. Диана спрашивала. Здравствуйте, Елена. Ввиду
Ввиду катастрофической нехватки места у меня напротив такой вопрос. Можно ли сдерживать рост крупных сортов небольшими горшками? Или от этого растение пострадает и будут мельчать листья? Ну, смотря насколько эти горшки маленькие, я думаю, что прям у вас, наверное, не критично они маленькие. Ну, вот, например, где тут моя деточка Василисы, да? Посмотрим. Это 180 миллилитров стаканчик объема, да? И вот взрослое растение Василисы. И посмотрите, и тут листья красивые, и тут листья красивые. Если у вас места мало, а хочется много сортов, конечно, вам не надо выращивать вот таких слонов. Вовсе не обязательно их выращивать. Достаточно ограничиться, может быть, девяточками там, горшки, я имею в виду, в диаметре, да, а потом делить, омолаживать, то есть они довольно красивые, уже даже, вот видите, в 180 миллилитровых, а в горшках-девятках будет еще краше. Вот. Ну, все. Теперь я жду ваших вопросов и буду отвечать на них.